сегодня выбрались в Секвойя парк, чтобы почувствовать рождественскую новогоднюю атмосферу, увидеть снег. Так как мы сейчас в горах находимся, здесь температура ниже, соответственно, лежит снег. И Секвойя — это вообще одно из самых высоких, огромных деревьев, которые существуют в мире. Мы здесь были, но давненько. И, кстати, здесь есть дерево, оно называется дерево Шермана. Объем ствола этого дерева, он что-то там, точно напишу здесь, короче, оно первое место занимает во всем мире по объему. И некоторым из этих деревьев, там, я знаю, 2500 лет, что-то такое. Просто невероятно, сколько всего пережили эти деревья, сколько они видели и чувствовали. В общем, вообще очень крутое место с сильной энергетикой. Ехать довольно долго, здесь связи нет, поэтому мы смотрим, ориентируемся по карте, по старинке. Я, кстати, в этих картах вообще ничего не понимаю. Навигатора, интернета, естественно, всего этого нету. Вообще удивительно, как раньше люди без навигатора ездили, особенно на какие-то длительные дистанции между городами. А если такая местность в горах, так это вообще просто невероятно. Мы зашли в музей посмотреть, расспросили, какие хайки лучше, куда мы успеем сегодня посмотреть, куда стоит ехать, а куда уже нет смысла, потому что сейчас день короче, а здесь хайки есть очень длинные. Я просто в шоке с этих сосулек, они убийственные в прямом смысле этого слова. Я давно не видела таких сосулек. Настолько здесь красиво, знаете, словно каким-то одеялом укутано, таким ковром. Снег такой ровненький, на елях, елках. Это тоже снег, словно они, не знаю, украшены. Настолько красиво. Как хорошо, ребят, что я купила эту шубу. Вообще она настолько теплая, она длинная, в ней чувствую себя настолько комфортно и уютно. Вообще не холодно. Чтобы мне было не холодно, тем более в лесу, в снег, так это вообще это нонсенс. Обычно я очень сильно мерзну. Мне жарко, кстати. Я не просто не замерзла, мне кажется. Я вспотела. Это такой не быстрый хайк, плюс еще ты идешь в снегу. Здесь снега так прилично, и это как дополнительная нагрузка на ноги. Читала, сколько здесь животных разных водится. И медведи, и олени, белки, росомахи, всякие хорьки, рыси. Оленей мы уже сегодня видели. Я бы еще кого-то хотела встретить. Когда-то мы видели медведя. Ну, это опасно, конечно, но мы так вдалеке его видели. Красивые животные. И все красивые. Сапожки у меня промокли, носки мокрые. Пришлось все снять. Сейчас отогреваю ноги в машине. Также мама приготовила нам вкусный чай в дорогу с лимоном. Сегодня настал день X. Я наконец-то выбралась к парикмахеру. Хочу изменить немножко образ. Хочу сделать челку. У меня никогда, кстати, не было челки. И вообще с волосами никогда ничего не делала. Вот сколько живу, у меня вообще... Я их не красила, я их не стригла. Ну, не считая кончики. Единственная манипуляция, которую я делала с волосами, когда мне было 13 лет, я сделала милирование. Это было самое глупое, самое вообще дурное, что я, наверное, делала в своей жизни. Потому что я тогда очень испортила волосы, они были сухие, я их просто пожгла, убила свои волосы, после чего я больше с ними никогда ничего не делала. Вот. А тут я хочу немножко изменений каких-то, хочется просто увидеть себя какой-то другой. What else I have to do, girl, to praise me? I want you, yeah. Ребята, я даже не думала, что мне настолько понравится моя челка.
Я так боялась, но я в восторге. Не знаю, мне сказал парикмахер мама, что я прям как новый человек, другой. Ну классно, мне кажется, мне очень красиво. Но я себе очень нравлюсь с челкой. Я не знаю, сколько я буду ходить с этой челкой, но какое-то время точно я похожу, пока не надоест. И я еще посмотрю, насколько мне будет комфортно ее укладывать, потому что, так понимаю, вся загвоздка в том, чтобы ее постоянно с ней что-то делать, еще она будет отрастать, она сейчас мне уже на глазах, и немножко дискомфортно, но посмотрим. А также мы с мамой сейчас зашли на матчу, на латте, и поедем домой, так как у нас сегодня с Женей поход в кино, он уже взял билеты на «Аватар» вторую часть. Очень хочу посмотреть этот фильм, смотрела обзор на него, очень круто, там такие интересные факты, этот блогер рассказывал об этом фильме, поэтому очень хочется увидеть. Так как вчера фильм шел более 3 часов, мы после кинотеатра сразу же вышли и поехали домой. Я даже не записала свои впечатления. Скажу так, что фильм просто невероятный, он очень красивый, просто я в шоке от того, насколько проделана работа, насколько там все идеально. И из интересных фактов об этом фильме, что режиссер Кэмерон, он очень много лет не снимал этот фильм по той причине, что не было таких технологий, как он хотел это сделать, там, что касается съемки в воде, и как только появились такие технологии, он приступил к созданию этого фильма. Также для меня было открытием, что режиссер Кэмерон, он увлекается вообще подводным миром, океаном, и он, можно сказать, ученый, аквалангист, и все, что касается воды и океана, это просто его страсть, его любовь, поэтому в этот фильм, в эту часть «Аватара» он вложил всю душу. Ради этого стоит посмотреть этот фильм, потому что вообще все, что сделано с душой, когда человек настолько трепетно относится, да, к тому, что он делает, это просто обязательно находит отклик у людей. Единственный фильм очень грустный, поэтому если вы такой впечатлительный человек, как я, когда вам особенно болезненно вы воспринимаете все, что касается там природы, окружающей среды, животных, когда там показывают какое-то насилие, если вам больно на это смотреть, то вам будет очень больно смотреть этот фильм. Вот честно, половина фильма, она мне давалась просто с трудом. Я смотрела, и мне прям было, вот у меня душа болела, мне было тяжело это смотреть. Также не могу не отметить, что у аватаров этих, у них просто невероятно красивые тела. То есть это какие-то идеальные существа, на мой взгляд. Они очень высокие, очень сильные, они такие вытянутые, у них очень длинные руки, длинные ноги, атлетическое такое телосложение, там какие-то красивые волосы. Вот с точки зрения эстетики для меня это очень красиво. Вот, я не знаю, если так пофантазировать, если бы, ну, человечество, люди вот были вот такими, мне кажется, это очень красиво. Из негативного, что вчера произошло, Женя потерял наушники, то есть они выпали у него из кармана курточки. Он говорит, что я почувствовала, что что-то упало, но не понял, что, и забыл, что у меня там были наушники. И потом, как только мы вышли из кинотеатра, мы сели в машину, он обнаружил, что наушников нет. Когда мы вернулись в кинотеатр, то есть там уже их не было, и по карте Женя увидел, что его наушники, они перемещаются, то есть там же, ну, можно отследить, да, технику Apple, где она находится, и кто-то взял его наушники и с ними катался. То есть сначала показала, что карта, что наушники находятся там в каком-то доме недалеко. Мы думаем, ну ладно, поедем в этот дом. Потом смотрим, наушники начали перемещаться уже, поэтому мы бросили эту затею и поехали домой, потому что было уже поздно, а наушники как бы уже не стоят столько внимания и времени, но, кстати, это недобросовестные люди, потому что обычно в таких случаях, если человек хочет помочь, он, если находит что-то в таких заведениях, каких-то там в ресторанах, либо в кино, он отдает это работникам. И очевидно, что если человек был в каком-то месте, он вернется, подойдет к работнику, и те ему вернут. Тем более в кинотеатрах часто там оставляют люди какие-то вещи, теряют. Это такое обычное явление, и обычно вообще без проблем работники всегда отдают все. Для меня вообще так дико, что человек берет чужие AirPods и не брезгует ими, ну, то есть это ж в уши вставляется и просто вот забирает себе. Для меня это вообще странно. Тем более, я же говорю, это не какая-то там даже супер дорогая вещь, чтобы
чтобы забирать наушники. Я помню, когда-то я там несколько лет назад забыла свой iPad в туалете в Старбаксе, причем в таком, ну, скажем, не самом благополучном районе, и вернулась спустя несколько часов, подошла к работнице, и она говорит: да, вот мне люди вернули iPad, и отдала мне его. То есть, ну, настолько добросовестные в целом люди, поэтому вот эта ситуация с наушниками, вот скажу честно, меня очень удивила. Алекса, please shut down. Ребят, представляете, сегодня мы пришли к косметологу, и к косметологу пришла не я, в этот раз Женя, по моей инициативе, потому что у него уже сухая кожа. В общем, ему надо что-то тоже делать, он вообще не ухаживает за ней толком. Поэтому Юля сегодня, если не сделает, красавчик. Так, мне кажется, я завидую Жене сейчас. А Женя точно так не думает. Мастику положить. Я уже не могу говорить почти. Да, не говори, не говори. Как выглядит? Белое что-то? Как синее что-то. Ты как аватар, Женя. Примерно так. Здорово, что я вчера вместе с Женей поехала к Юле, к косметологу, потому что он там 40 минут лежал с маской, я в это время с Юлей разговаривала, пила чай, она мне столько рекомендаций классных дала. Я уже сегодня себе заказала там по ее рекомендации сыворотку, Жене крем, она там подсказала и по моему уходу, и по Жениному уходу. В общем, очень здорово, когда есть человек, который может тебе порекомендовать какие-то новые там процедуры, какие-то оздоровительные штуки, что-то для красоты, какие-то косметические средства, тем более здорово, когда есть человек, тем более которому ты можешь довериться, потому что, например, там даже ты можешь ходить к косметологу, он будет тебе советовать то, что сам продает, да, например. Это не очень круто, потому что сложно объективно сказать, насколько хорошая продукция, либо же это просто заработок. Поэтому все-таки очень важно иметь такого хорошего, добросовестного косметолога. Вот. А что касается челки, ребят, вы не представляете, как я довольна. Я переживала, что там, возможно, будет сложно укладывать ее, потому что меня люди настрашили, что это там надо каждое утро уйму времени тратить на то, чтобы ее уложить, либо вытянуть, чтобы она не торчала. А я, ребят, представляете, вот 4 дня уже хожу, как меня подстригли, я ничего с ней не делала, я вообще не укладывала. Как просыпаюсь, немножко подчесала, и все. Я сейчас трачу меньше на это времени, нежели я тратила, когда у меня не было челки. Просто удивительно. Ну, то есть, когда у меня там не было челки, все равно вот эти вот передние прядки мне иногда нужно было там как-то, чтобы оно не торчало. Так как у меня волосы кудрявые, у меня никогда не было проблем с прикорневым объемом, поэтому и челка сама по себе, она такая пышная, объемная, она уже стоит так, как нужно. То есть, мне не нужно ничего там с ней делать дополнительно. Я еще очень хочу попробовать на своих волосах, знаете, закрутить свою челку. То есть, когда я помою волосы, я ее так пожмакаю, чтобы она была очень кудрявая такая, и будет тоже очень круто, знаете, как там 80-е, начало 90-х, как носили. Мне нравится такой муд. В общем, вариантов очень много. И можно на бок укладывать, тоже красиво. Sometimes it's the styling itself. Why I didn't buy like a better one? Okay. Honestly, it's just feature rich. Back it to the, or pants to the jacket. I like the green one. Oh, okay. Yeah. Yeah, cool. All right. Awesome. So you think this size is alright? Привет, ребят! У нас сегодня рождественский шопинг. Пришли в магазин. Женя сейчас меряет одежду для сноубординга. Всякие там шлемы, специальные теплые там вещи. В этом вообще не разбираюсь, потому что я никогда не каталась, не любила там лыжи, сноуборд. Но вот Женя хочет этим заниматься, поэтому... Мы продолжаем наш шопинг. Сейчас едем в другой магазин. Женя в диком, в детском восторге от нового обновления Теслы. Сейчас автопилот, он вообще полный. То есть, если раньше мы ездили на автопилоте только на фривеях, сейчас автопилот круто работает просто на дорогах, на обычных, все повороты. Мы сегодня ехали по серпантину дороги такой, и Тесла все выруливает самостоятельно. В общем, просто гениальная машина, за этим будущее. И я думаю, немного лет пройдет, когда уже вообще все машины на дорогах будут, не знаю, самостоятельно ездить, а такси, наверное, будет и вовсе без водителей.
Мы зашли в магазин техники, и Женя решил моим родителям купить телевизор, чтобы у них был в комнате. Ну, я думаю, что они обрадуются такому подарку, потому что, ну, действительно, тем более они постоянно сидят там в телефонах, в айпэдах, и им не очень, поэтому лучше на большом экране это смотреть. Большой телевизор, который в зале, они как-то туда не выходят, его смотреть не знаю. Им будет комфортно иметь большой экран. Классный день получился. Я так вчера распереживалась из-за этих подарков, кому что дарить. Ну и здорово, что мы, Женя, сегодня вместе так выехали и совсем разобрались. Мы решили сразу подарить родителям подарок. Ну, собственно, нам и прятать некуда было этот огромный телевизор. Мы просто поставили им в комнату его, знаете, такую большую коробку. И родителей еще не было. Они были в продуктовом магазине. И они приезжают, и у них телевизор, они в шоке были, они не ожидали, они очень обрадовались. В этом году, ребят, я решила, что буду украшать дом, хотя я вообще не люблю такое, я не планировала это делать. Но, знаете, так как в этом году мы празднуем Рождество с родителями, и все так по-семейному, я решила сделать это вот традиционно, как принято, чтобы все было в лучших традициях американского Рождества, и, ну, реально получилось круто. То есть мы сами себе создали это настроение, потому что с такой погодой, как у нас сейчас, так Рождество вообще особо не ощутишь, потому что мало того, что, ладно, там снега нет, но у нас сегодня такая жара была, что я была в жилетке, мне было жарко, люди в футболках просто ходили. Все американцы обычно вешают вот такие рождественские венки на дверь, мы тоже купили, выглядит прикольно. Особенно издалека, но еще светятся здесь огоньки. Красивая штука. Родители купили эту шапочку для того, чтобы фото сделать. Я пыталась на него надеть. Он теперь ее пытается уничтожить, съесть. Симба, да можно подумать, ты в этой шапочке побыл ровно 5 секунд от силы. Вот уже кот. Боже, какое недовольное лицо. Симба. Да ладно, не обижайся. Отпраздновали Рождество, это было невероятно круто. Мне кажется, это был один из моих самых лучших праздников вообще за последние годы. Несмотря на то, что, знаете, все было так просто, по-домашнему, но в этой простоте, не знаю, была любовь, уют, тепло. И да, мы были всей семьей, это было здорово. Также покажу вам сейчас покупки рождественские. Мне купили новый iPhone на 1 терабайт. Слава тебе, Господи. У меня наконец-то будет много памяти, потому что мне постоянно ее не хватало. И я взяла в этот раз черного цвета, хотя до этого, мне кажется, у меня все последние годы был белый iPhone. Также я жду сейчас чехол к нему и защитное стекло, потому что мне нельзя пользоваться телефоном без этого. Я роняю постоянно эти телефоны, плюс еще и страховку взяли. Вот. Жене купили наушники новые, AirPods, потому что его где-то блуждают. Также я зашла в Urban Outfitters посмотреть, что там у них. Купила себе некоторые вещи, сейчас вам покажу на себе. Взяла себе еще одни брюки карго, мне идет такой фасон. Сейчас они на пике своей популярности. Эти же такие более спортивные. И они сделаны из легкой ткани, вообще их не ощущаешь на теле. В общем, классные штаны, универсальные. Также я взяла несколько топов. Один взяла такой женственный, секси, он с таким открытым декольте. Также он сделан, как будто там бра видно под него, типа он такой кружевной, но на самом деле это просто элемент топа. Второй топ взяла попроще, он обычный, спортивного типа. Очень подходит, кстати, под эти штаны. Пока я записывала вам видео, Жене доставили крем. Вот так он выглядит. Еще мне нравится, что они присылают вот такие тестеры, так как у них очень качественная, классная продукция. Здорово попробовать там что-то новое. Кстати, видите, у меня стикер висит. Там написано «Ты чаревна». Это значит «Ты волшебная». Мне муж недавно начал вешать эти стикеры на зеркало. Недавно там было написано «Я тебя люблю», «Я тебя люблю». И это так просто невероятно приятно. Такие мелочи, настолько в них
не знаю, проявление любви. Это очень круто делать друг другу какие-то такие маленькие приятные мелочи. Поэтому, да, мужчинам на заметку. Так, я делала спортивную форму, сейчас хочу сделать домашнюю тренировку по приложению WizPoints, конечно же. Так как мы живем сейчас с родителями, родители готовят очень вкусно, очень часто и очень калорийно. И вот представьте, обычно у людей, да, когда они готовят на новогодние праздники, на Рождество, у них полный холодильник всякой вкусной еды. И, конечно же, когда ты подходишь к холодильнику, у тебя все на тарелочке лежит, и все самое вкусное. Хочешь, не хочешь, а ты будешь хотеть, ты будешь постоянно есть эту еду. И да, поэтому люди набирают на праздники. У нас же вот такой Новый год буквально каждый день, потому что у нас каждый день вкусная еда, и все это лежит уже готовое в холодильнике, и даже если я там забываю поесть, работаю как обычно, то есть раньше я могла вообще забыть и пропустить, да, какой-то прием пищи, то сейчас у меня вообще не получается, потому что мама мне напомнит, причем не один раз, это будет несколько раз, а если я сама не приду к еде, то еда придет ко мне. Поэтому, если бы не мой фитнес, если бы не мои активности, я вообще не знаю, что бы я делала. Также, ребят, хочу напомнить, что 9 января мы запускаем марафон на пресс на платформе WizPoints. Вы сможете после праздников привести свое тело в норму, вывести лишнюю воду из организма, улучшить метаболизм, подкачать мышцы пресса. И так как вы знаете, локального похудения не существует, вы приведете в целом все свое тело в форму. Там будет очень много полезного контента, качественные видеотренировки, план питания и многое другое. Поэтому для того, чтобы узнать больше информации, переходите по ссылке под этим видео.